Всем привет из солнечного Техаса! Сегодня мы отправляемся в путешествие на Regal Princess, но это не обычный круиз, а тематический, посвященный шоу The Love Boat. Более 40 лет назад этот сериал был очень популярен, а его события происходили на борту лайнера компании Princess Cruises. И после выхода шоу интерес к круизам вырос настолько, что его даже называют лучшей рекламой в истории индустрии. В этом ролике я хочу поделиться атмосферой, сделать краткий обзор Regal Princess и рассказать о своих впечатлениях. А это карта нашего маршрута. Поскольку круиз тематический, традиционный праздничный выход из техасского порта Галвестона превратился в двойной праздник. Торжественную атмосферу создали танцоры, певцы и актеры основного состава, которые более 40 лет назад снимались в шоу «Корабль любви». Для многих пассажиров это была настоящая встреча с ностальгией. Именно ради этого они приехали со всех уголков Соединенных Штатов Америки и даже из других стран, чтобы увидеть кумиров своей молодости вживую. А эта харизматичная дама в красной юбке была приглашенной гостьей на шоу. Ее зовут Чаро. Она живая легенда. Я про нее расскажу позже. А сейчас окунемся в атмосферу праздника, музыки, эмоций и ощущения, что мы стали частью красивой истории. И это только начало. Зашла в бар. Сейчас достану здесь тапочки, халатик и пойду париться. Я покажу здесь туалет, здесь душ для инвалидов. Этот душ не работает. Бывает такое тоже. Начинаем с водички. Ой, никого нет. Как хорошо. И пойду сейчас сниму, пока никого нет, как это все работает. Вначале покажу душевые. Вот здесь на кнопку нажимаешь. Вот сверху. Еще раз. И водичку. Душ. Вот такой вот душ. Душек такой. И вот они все примерно так работают. А в джакузи здесь вот такая кнопка. Я нажимаю на кнопку, и процесс пошел. Стараемся сюда ходить каждый день. Мы заплатили сразу за 7 дней. Так, зайдем сюда. Сухая сауна. Заходим в эту комнату. Она самая не горячая. Самая не горячая? Классная. Классная? Ой, здесь даже на потолке лампочки. Сюда можно повесить халатик. Вот это тоже комната. Здесь влажный пар. Ну как, классно?
Как обедик? Вкусный обед? Мне кажется, вот это... С каким настроением? Спина болит. Ты как отдыхаешь? В баню мы с тобой сходили. Еще поедешь? Сегодня второй день. Захожу в спортивный зал. Класс. Ходить по дорожке и смотреть на море. Здесь разные лекции читают о здоровье. И здесь также утром проходит йога. Люблю снимать двери. На этом корабле люди вообще пошли во все тяжкие, потому что он тематический, этот круиз. Интересно, ли они начали свои круизы в 2003 году? Уже их сколько? Люди готовились к этому круизу. И две сестры прям делятся своей личной информацией. И всю семью показывают. Семья. Молодцы! Это наши соседи. Моя дверь открылась, и я захожу. Муж болеет. Привет, как ты, солнышко? Лучше. Ой, какие бабушки идут по теме одеты. Ух, целая группа. Ой, какие яркие. Прелесть какая. Это поклонники культового комедийного телешоу 80-х Three's Company, переодетые в образ его легендарного персонажа Мисс Ропер. В США существует целое движение фанатов, которые собираются вместе и появляются на публике в ее узнаваемом образе. Такие встречи называются Мисс Ропер Ром. Они не просто гуляли по кораблю ради фотографий. Они участвовали в викторинах, шутили, общались с другими гостями и создавали вокруг себя настоящее ощущение праздника. Куда бы мы ни пришли, повсюду мелькали яркие платья, крупные украшения и рыжие парики, и невозможно было не улыбнуться. Именно за это я люблю круизы, за их непредсказуемость. Никогда не знаешь, какой удивительный момент ждет тебя впереди. А вечером атмосфера сменилась на совсем другую, более торжественную и элегантную. Мы оказались на торжественном вечере с традиционным фонтаном из шампанского, одной из красивых традиций принцесс Крузес. Гости нарядились в вечерние платья и костюмы, а директор круиза представил капитана и членов его команды. В такие моменты особенно ясно понимаешь, что круиз – это не просто путешествие, а целый мир со своими традициями, героями и особым настроением. А следующий день был полностью посвящен легендарному телешоу
По всему кораблю проходили тематические мероприятия, викторины, ток-шоу, встречи с любимыми актерами и специальные программы, посвященные истории сериала. А это длинная очередь. Конца ее я так и не нашла. Поклонники ждут встречи со своими кумирами, чтобы взять у них автографы и сфотографироваться с ними. В начале этого видео я обещала рассказать о живой легенде. И вот сейчас мы как раз на ее концерте. Ее зовут Чаро. Испано-американская певица, виртуозная фламенко-гитаристка и актриса. В 70-е годы она невероятно была популярна в Америке. А сегодня, спустя столько лет, эта уже далеко не молодая женщина смогла буквально завести весь зал. Столько энергии, харизмы и самоиронии – это было невероятно. Честно говоря, это одно из самых запоминающихся концертных шоу, которое я когда-либо видела на борту круизных лайнеров. Сейчас мы находимся на корабельной версии известного телешоу Deal or No Deal, который уже давно не выходит на телеэкраны. На лайнерах Princess Cruises оно пользуется большой популярностью. Компьютер выбрал двух участников из зрителей, и у них есть шанс выиграть $1000. Напряжение, эмоции и поддержка зрителей создают атмосферу настоящего телевизионного шоу. Сегодня на нашем круизном лайнере проходит встреча с капитаном и его командой для гостей со статусом элиты Platinum в программе лояльности. Thank you very much. Новый день и снова что-то необычное. Такого я еще не видел ни на одном другом лайнере. Все было очень симпатично и трогательно. Церемония обновления свадебных клятв. Ее проводил сам капитан корабля, выступая в роли официального лица. Пары выходили вместе, держась за руки, и снова произносили слова, которые когда-то уже изменили их жизнь. После церемонии всем вручали памятные брачные сертификаты. Говорят, все дороги ведут в Рим, а на круизных лайнерах – в казино. Куда бы ты ни направлялся, в театр или просто через центральную часть корабля, маршрут все равно проложен мимо карточных столов и рулетки. А здесь еще и эффектная лестница 7-го этажа торжественно спускается прямо к игровым автоматам. Совпадение? Не думаю. Just listen us. Новый день и еще одна версия знаменитого телевизионного формата. На этот раз это шоу «Голос». Очень интересно наблюдать, сколько талантливых людей оказывается среди обычных пассажиров. Атмосфера, как на настоящем телевизионном финале.
The winner of Voice of the Ocean, with 49% of the votes, is Danny! Кулинарное шоу на борту лайнера компании Princess Cruises – это настоящая изюминка круизного путешествия. Шеф-повар и метрдотель выходят на сцену, оборудованную как настоящая кухня, и делятся с гостями секретами приготовления блюд. Но на этот раз все превратилось почти в кулинарную комедию. Много было юмора и импровизации. А вишенкой на торте стало появление главного кондитера. Он представил изысканный десерт и с юмором рассказал о своей сладкой жизни на корабле. Это было, пожалуй, самое необычное кулинарное шоу, которое я видела на борту. После кулинарного шоу нас пригласили посетить корабельную кухню. Всегда интересно заглянуть за кулисы лайнера и увидеть, как устроена его жизнь изнутри, где ежедневно готовят тысячи блюд. Класс, у него музыкальный инструмент. Ой, а там целый концерт. Ночной Галвестон. Мы уже подходим к берегам Техаса. Возвращаемся домой. Мы уже почти дома. Спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео. Всем пока!